Здравствуйте, мои дорогие! Сегодняшний таро-прогноз мы делаем для вашего знака зодиака, а именно для стрельцов. И расклад мы делаем на период с 15 по 31 декабря. Давайте же посмотрим, что вас ожидает в этот отрезок времени, какие карты вам сегодня выпадут и что интересного у вас произойдет. Я напоминаю, что это общий таро-прогноз, что он не индивидуальный, не личный. Надеюсь, тем не менее, большинству из вас он подойдет и окажется полезным. Можете в комментариях написать, насколько это видео вам подходит, а также подписаться, если вы еще не подписаны на мой YouTube-канал. Итак, давайте посмотрим, что же происходит у стрельцов. Какие карты выпадают стрельцам и что интересного, соответственно, вас ожидает. Итак, давайте посмотрим. Я сначала выложу карты, а затем мы с вами вместе попытаемся разобраться, почему они здесь выпали в такой комбинации, собственно, да, и что имеется в виду. Вот, я думаю, нам этого достаточно будет. Итак, собственно, что же здесь у вас есть? Давайте посмотрим. Ну, прежде всего, я думаю, что здесь может речь идти о том, что вы, возможно, куда-то можете ехать, да, потому что карта мира выпадает. Это, в принципе, карта Стрельца, это карта вашего знака зодиака. Она может говорить о том, что этот месяц для вас будет каким-то особенно важным и значимым, но также она показывает мир как таковой, то есть путешествия в мире, какие-то поездки, какие-то перемещения, передвижения. Так как здесь еще есть карта Колесница, могут быть действительно какие-то вопросы, связанные с перемещением или с вашим транспортом. Вы можете думать о покупке автомобиля, о продаже автомобиля, о каком-то, не знаю, изменении в вашем автомобиле, в вашем транспорте. То есть что-нибудь такое тоже может здесь происходить. Поэтому и карта Колесницы здесь выпала. Возможно, кто-то из вас, не знаю, может быть, планирует даже какую-то поездку за границу, потому что мир — это, может быть, даже куда-то далеко путешествовать можете или лететь на самолете, то есть это может быть далекая какая-то поездка. А для кого-то из вас этот месяц будет завершением какого-то цикла или этапа, потому что мир — это 21-й аркан, это последняя карта в старших арканах, и она показывает, что вы можете мирно разрешить победно, с успехом какую-то ситуацию, которая раньше не решалась для вас. Но сейчас у вас очень много в этом месяце любви, очень много возможностей, очень много энтузиазма с этим связанных, может быть, очень много инструментов для того, чтобы решить какие-то вопросы, потому что у нас есть карта мага, которая тоже, да, имеет очень много шансов справиться с ситуацией, потому что есть способности общаться, коммуницировать и решать какие-то финансовые вопросы, то есть есть умение владеть всеми стихиями. Также здесь очень много воспоминаний, может быть, о прошлом или о каких-то людях или вещах из прошлого, которые были вами забыты. Возможно, здесь они напоминают о себе или возвращаются в вашу жизнь. Может быть, вы едете куда-то, возвращаетесь туда, где вы были раньше, в те места, которые вызывают у вас ностальгию, или к вам возвращаются какие-то реальные люди, которые были связаны с вашим прошлым. Это могут быть и друзья, и возлюбленные, и, не знаю, какие-то места просто, да, где вы, не знаю, жили раньше, допустим, то есть что-то связанное с путешествием там в родной город, если вы куда-то уезжали. Но при этом здесь же есть и карта Луна, карта сомнений, карта неуверенности в том, что происходит. И вы можете здесь переживать, что что-то может пойти не так. Есть опасения. Может быть, опасения связаны с тем, что вы боитесь открывать свои эмоции другим людям, боитесь говорить им прямо то, что вы думаете, поэтому скрываете что-то или проявляете нерешительность в общении с другими людьми, может быть, с вашими близкими, вашей семьей или с кем-то, кто из прошлого к вам возвращается. Но также карта Луна, и, собственно, да, она показывает, что вы можете, если это дело касается, допустим, работы, то есть взаимодействия с другими людьми, какими-то проектами, какими-то делами, которые вы начали ранее. Возможно, вы здесь переживаете, что они не движутся вперед, что что-то не получается, но да, скорее всего, надежда есть, что будут изменения в лучшую сторону. И вы можете не знать, что делать дальше и проявлять нерешительность, потому что вы не знаете, выгорит ли какое-то дело там, да, или какой-то бизнес, или какой-то проект для вас, или какая-то конкретная ситуация в целом. Вас пугает
пугает то, что у вас нет полной информации о том, что происходит, собственно. И вы не знаете, куда это ведет, и можете бояться из-за этого. Вы можете переживать, можете думать один на один с собой, обсуждать какие-то ситуации, может быть, с людьми, да, с близкими обсуждать какие-то ситуации, говорить о своих волнениях, о своих переживаниях, возможно, как вариант. Но при этом у вас все-таки эта карта мага, она показывает, что Вселенная вам приготовила очень большие такие козыри, которые есть у вас в рукаве. И очень хорошее стечение событий, обстоятельств, которые вам готовятся. И они происходят в конце, собственно, года этого, то есть в конце декабря. Возможно, здесь происходит что-то само собой, как по волшебству, поэтому и карта мага. И здесь вы можете, и как будто бы приложив минимум усилий, получить очень хороший результат. То есть вы можете почувствовать, что у вас наконец-то есть определенная власть, определенные возможности, и определенным образом все начинает получаться. Хотя раньше было много страхов, что что-то может не получиться, что ваши мечты могут не реализоваться, или что может не сложиться то, что вы запланировали. Также у вас здесь есть и двойка кубков, собственно, да, это карта, которая говорит о теплых, гармоничных отношениях в паре. Она говорит о том, что если вы одиноки, возможно, вы здесь в конце декабря встречаете свою вторую половинку и ощущаете этого человека как родственную душу. Возможно, поэтому и шестерка кубков здесь присутствует, потому что у вас может быть ощущение родства душ и чувство, будто бы вы этого человека знаете как будто давно. То есть вот настолько теплое какое-то ощущение при знакомстве, если мы говорим о новом человеке. Либо хорошая коммуникация, общение с тем человеком, с которым вы в отношениях. Если вы влюблены в кого-то, если у вас личная жизнь здесь в принципе ладится, то здесь она еще больше улучшается. И по двойке кубков больше есть взаимопонимания, больше есть теплоты в общении. И в целом очень хорошая такая вот ситуация, да, очень хороший период для теплых доверительных отношений и выстраивания таких отношений в паре, в союзе. Если мы говорим о работе, потому что тройка пентаклей тоже рядом, вы можете гармоничные отношения и на работе выстраивать, подписывать с кем-то деловые контракты, какие-нибудь соглашения. Это может быть и международный контракт, потому что есть карта мир. Это могут быть международные достижения, которые раньше были в тени или были не признаны, и здесь вдруг о них узнают другие люди. Может быть, или вы каким-то образом смогли подписать какой-то контракт с кем-то, там какие-то партнеры, кто на расстоянии от вас находится, может быть, в другой стране или там в другом городе, если речь идет о чем-то международном, и вы как будто бы выходите из тени на свет и заявляете о себе, и вас замечают, и карта маг, у вас много энтузиазма по этому поводу и много вдохновения, потому что многие будут с вами согласны, и что бы там вы ни говорили или не предлагали какие-то идеи, действия, люди соглашаются, говорят: вау, классная идея, да, это какое-то очень хорошее решение, и идут вам навстречу, как будто бы соглашаются по этой шестерке жезлов и магу, и королю жезлов, собственно, да, идти за вами, да, и вы ведете людей за собой и достигаете, добиваетесь таким образом успеха. То есть можете выстраивать хорошие взаимоотношения не только в паре, именно любовных, романтических отношений, а еще и в рабочих, деловых отношений. Если мы говорим про новые отношения, то очень много чувственности, эмоциональности, и в вашу жизнь прям может ворваться, вот как на этой колеснице, ворваться новый человек и просто подарить море каких-то новых эмоций, чувств, которых у вас, возможно, не было ранее в жизни. И вот здесь вот они у вас появляются. То есть прям замечательное такое вот сочетание, когда вы можете делать решительные шаги в новых отношениях, чтобы выстраивать этот союз, как будто бы с самого начала по крупицам, вместе, совместно с другим человеком, и вам это здесь очень хорошо может удаваться. Но тем не менее, вы здесь все равно остаетесь очень-очень логичными, несмотря на эту королеву кубков, и очень целеустремленными, и очень харизматичными. Вы все-таки стараетесь мыслить очень четко и управлять ситуацией, потому что и маг тоже, он больше управляет ситуацией, он власть какую-то имеет, да, определенную, он регулирует то, что в его жизни происходит. То есть вы не теряете голову, допустим, от этих чувств, если это что-то новое у вас здесь происходит и какая-то ситуация влюбленности.
Но также здесь можно говорить о том, что здесь может быть какой-то выбор у кого-то из вас в конце декабря. Выбор. Может быть, вы будете испытывать какую-то симпатию со стороны других людей, получать интерес со стороны других людей. Может быть, это будет несколько вариантов. Если вы ищете отношения, это может быть несколько человек, да, несколько возможностей, и вы будете выбирать, как будто бы вот есть возможность пойти на это свидание, и тут человек проявляет симпатию, и этот, и вы очень харизматичны, очень активны, любвеобильны здесь, и на таком позитивном вайбе, потому что у вас могут быть и дни рождения, и скоро Новый год, праздники, да, и вот вы в таком вот приподнятом настроении можете флиртовать и с одним человеком, и с другим, и как будто бы выбирать между этими несколькими вариантами, которые у вас могут иметься. То есть в любом случае достаточно интересный вариант, если вы здесь в поиске находитесь, по крайней мере для многих из вас, кто одинокий. И, собственно, особенно радует эта карта шестерка жезлов, которая здесь у вас есть первая, потому что это карта успеха, и она выпадает у вас здесь вообще первой, когда я начала выкладывать карты. То есть вы чувствуете, что вы достигли цели или достигаете своей цели в конце декабря. И, может быть, даже кто-то получает здесь свою награду, или признание окружающими, может быть, в мире, да, признание вас, или окружающие как-то вас замечают, или вы можете здесь какой-то достичь прогресс там, в делах своих на работе, когда вас замечают коллеги, да, считают, что вы подаете какой-то хорошую идею, признают на работе, может быть, повышают по службе, там должность получаете более высокую, или получаете премию за то, что вы работали там сверх нормы. То есть это в целом вот успех, ощущение успеха. Вами восхищаются, вас признали, вы вышли из тени этой луны, вы наконец-то в свете, собственно, да, этих софитов, которые здесь светятся. То есть что-то здесь происходит такое, что ведет к успеху вашему в делах или в личной жизни, неважно. Но здесь очень хорошие перемены, которые у вас происходят, которые здесь есть. И, как по мне, здесь очень много и такой и женской энергии есть. Королева кубков это, да, и луна такие очень женственные, которые показывают, что и вы, будучи в центре внимания, вы почувствуете, что вы можете, если женщины смотрят, да, быть более женственными, более ухоженными, более внимательными к себе, может быть, искать какие-то наряды, ходить на свидания, если это отношения строятся новые, там подбирать какие-то себе образы, как-то себя так вот вести очень, очень красиво, очень элегантно, очень женственно. То есть, опять-таки, и этим опять будете притягивать как магнит внимание, взгляды к своей персоне. В любом случае, очень-очень хорошая такая вот комбинация карт, которые здесь есть. Особенно, да, вот эти вот поездки, встречи, эти сомкнутые руки, да, здесь все говорит о успехе и хорошем таком притяжении взаимном с другими людьми, которое может быть очень-очень продуктивно, потому что есть тройка пентаклей. То есть ожидайте очень хороших результатов от второй половины декабря. С этим я вас поздравляю, желаю всем всего самого наилучшего. Стрельцы, берегите себя, не забудьте подписаться на мой YouTube канал, если вы еще этого не сделали, порекомендовать, возможно, своим близким или знакомым. Опять-таки, мое видео, если вы считаете, что им этот расклад подходит. На этом с вами прощаюсь. Берегите себя. До скорого.